Я вам сейчас показываю на второй слой шпаклевки. Вот медленно перехожу, и сразу можете увидеть первый слой шпаклевки. Вот он переход, не знаю, видно, не видно. Это первый слой. Вот это второй слой. Видите, второй слой получился практически идеально по сравнению с первым. Сейчас я вам расскажу, за счет чего это достигается. Я вас всех приветствую. Я вам сейчас покажу, как сам наношу второй слой шпаклевки. Ничего сложного в этом нет. Сейчас все подробно объясню, всю физику, механику, как, что делается. После этого практически мне зашкурить потолок практически большой надобности уже нет. Потолок получается практически идеально. Сейчас я все подробно расскажу. Сначала я вам расскажу про физику процесса. Я взял обыкновенный лист гипсокартона, на нем вам покажу. Когда вы нанесли первый слой гипсовой шпаклевки на потолок и зачистили его, кстати, зачищать его можно обыкновенным шпателем. То есть хорошо зачищается, убираются все ненужные выпуклости, всякие полосы. Теркой тереть здесь не обязательно. И наносите второй слой. То есть второй слой шпаклевки вы наносите раствором более жидким, чем наносили первый слой. Почему? Потому что часть влаги со второго слоя шпаклевки у вас просто впитается в первый слой. То есть, если сейчас мы дадим постоять немного в воде, она просто вся впитается в первый слой шпаклевки. То же самое происходит с гипсовым раствором. Вот практически, видите, она забрала лишнюю влагу. Вот мокрый. Но впитала. В этом заключается вся физика нанесения второго слоя шпаклевки. То есть часть влаги уходит в первый слой. Это позволяет нам делать более ровный и более качественный слой на потолке. Именно вторым слоем. Сейчас я покажу подробно. Опять же, я тут имитировал первый слой шпаклевки, нанес немного шпаклевки сюда, оно застыло, чуть зашкурило. Сейчас я вам покажу, как это будет происходить. А потом покажу вам все это на потолке, как будет все это выглядеть. Да, сразу замечание. Пока не забыл. Когда вы наносите шпаклевку двумя слоями, какой шпаклевкой вы начинаете шпаклевать, такой шпаклевкой вы и заканчиваете. Это самое главное обязательное условие. Только в этом случае гранулы одной и той же шпаклевки, с первого слоя, впитываются во второй слой. Или наоборот, второй слой хорошо впитывается в первый. То есть шпаклевка должна быть одинакового состава, что первого слоя, что и второго слоя. Это самое главное условие. Вот я вам покажу, почему это происходит. Вот если взять, вот взять гипс. Вот вам гипсовая шпаклевка, которая находится в гипсоплите. Видите, какого она цвета? Вот. И сейчас я покажу вам, какой гипсовой шпаклевкой, ну, предположим, однотонной, я шпаклю двумя слоями. И вот шпаклевка, которую шпаклю и я двумя слоями. Как говорите, почувствуйте разницу. Качество разное. То есть, если бы я взял шпаклевку худшего качества, покрыл бы первым слоем, потом бы стал наносить вторым слоем, шпаклевкой более высокого качества, у меня бы практически ничего не получилось. Мне пришлось бы наносить бы 3 слоя. То есть пришлось бы наносить 2 слоя шпаклевкой более высокого качества. То есть какой шпаклевкой вы начинаете шпаклевать, такой шпаклевкой вы и заканчиваете делать потолок. Это одно из самых главных условий. Про раствор самой шпаклевки. Для второго слоя это достаточно густой раствор. Он должен быть более жидким. Видите, сейчас я добавлю немного воды и покажу. Нет, это слишком густой. Вот. Для второго слоя это идеальный раствор.
То есть надо, в принципе, поймать тот момент, когда он не густой и не жидкий. Все, сейчас я вам покажу. Итак, как я говорил выше, вот представим атмосферу слой шпаклевки. То есть что мы делаем? Когда мы наносим второй слой, мы его толстого слоя здесь быть не должно. Мы его просто, так как он жидкий, мы наносим и просто снимаем. То есть мы берем его, наносим, можно спределить как угодно. Так как он жидкий, очень хорошо снимается. То есть мы просто берем под 45 градусов и снимаем слой. Все. У нас получился идеальный второй слой. Берем шпатель. Срезаем. И наносим шпаклевку. Я сделал вам показательный один маленький кусочек. Практически это заняло у меня 2-3 минуты. И сейчас я вам покажу, как по-сырому можно устранять какие-то недочеты, которые вы не доглядели в самом начале. Предположим, вы стоите на столе, шпаклюете потолок с одного стола на другой, конец стола. Оглядываетесь в конце и видите, что какие-то у вас есть недочеты. Так как раствор был более-менее влажный, вода впиталась, он быстренько отдал всю свою влагу, он подсох в потолок, и вы можете просто по сырому пройтись еще раз. То есть первый слой вы практически не повредите, который вы нанесли. Но какие-то недочеты вы можете сразу устранить. Как вы видите, второй слой вошел, грубо говоря, в первый. И вы можете спокойно устранять все недостатки. Могу еще раз показать. Предположим, где-то у вас какие-то неровности, какие-то подозрения, где-то какие-то ямки. Берете еще раз, прямо сверху. И также снимаете. Получается вообще идеальный слой. Даже придраться не к чему. Звук такой. Наносится второй слой. Не спеша и не утруждая свой молодой организм. Забыл сказать. Делайте штатив на лампочке. Очень, кстати, удобно. Под косыми углами видно сразу все недостатки.
Вот показываю. Вот это у меня был второй слой. Вот сейчас тоже второй слой. Ну, практически идеально. Потом можно будет просто вот так вот с лампочкой пройтись, посмотреть какие-то недостатки и по влажному еще немножко где-то что-то подшпаклевать. Ну, практически во время шпаклевки сразу все видно. Так, что я еще хотел вам сказать. Обращайте внимание после первого слоя, особенно внимательно на всевозможные стыки плит, армированного бетона. И зашпаклевывайте его сразу, до нанесения второго слоя, чтобы никаких у вас перегибов не было. Чтобы второй слой вы сразу же шли потихонечку и просто наносили более-менее жидким раствором. Сейчас я вам покажу, какие перекосы бывают. Бывает вот так. Видите, какой перекос. Поэтому в этом случае берете широкий шпатель, наносите все и просто выравниваете. И даете высохнуть хорошенько, хотя бы часов 8. И потом наносите уже окончательно второй слой. То есть перегибов таких быть не должно перед нанесением финишного второго слоя. Так вот, не забываем про это. Ну, это практически все, что я хотел вам сказать про второй слой шпаклевки. Многие делают как? Выравнивают потолок дешевой шпаклевкой, потом покупают ведра, таких вот продается специально уже финишная шпаклевка, и наносят, и очень много затирают. Это создает очень много пыли. Так как я делаю, практически пыли не остается никакой. То есть отходов пыли дышать потом ничего не придется. Затирается потом очень минимум. Очень-очень мало. То есть какие-то нюансы, какие-то там мелочи. То есть чисто пройтись и много тереть не надо. Потолок получается практически идеальный. Далее. Почему именно шпаклевать потолок? Потому что это стоит в 5-6 раз дешевле, чем делать натяжные потолки. То есть можно самому шпаклевать потолок и поставить входную дверь. Хорошую железную входную дверь. Новую. Это будет по цене равняться натяжным потолкам во всей квартире. Поэтому именно шпаклевать. Далее. В следующем видео, можете сразу перейти, в конце будет, я вам расскажу, как довести потолок просто до идеального состояния. То есть это будет касаться тех, кто уже шпаклевали потолок, в принципе идеально. Но вы начинаете красить, и сразу все косяки у вас вылезают. Как этого не допустить, я расскажу вам в следующем видео. Все это очень просто и не занимает много времени. Всем благодарю за внимание.